Это первая по-настоящему массовая советская машина ВАЗ-2101, а это Fiat 124, который итальянцы выпустили на 4 года раньше. А вот более современная российская машина Lada Largus, которую начали выпускать в 2011 году. Поразительным образом она похожа на Dacia Logan, которая впервые сошла с конвейера в Румынии в 2006. Наконец, вот совсем новый Москвич 3, который начали собирать в России в 2022 году. Ну а вот китайский Джак S4. Как говорится, найдите 10 отличий. Это я к чему? Практически все популярные советские и российские машины — это калька зарубежных авто и доработанные на их основе модели. И даже те машины, которые, как вы можете подумать, производятся в России, по большей части здесь только собираются из иностранных деталей. Но почему за десятилетия развития науки и техники Советский Союз, а позже Россия, научились запускать ракеты и спутники, но так и не смогли создать свой массовый автомобиль, который был бы лучше иностранных конкурентов? Как самая большая страна на планете, которая занимает первые места по природным ресурсам и полезным ископаемым, вынуждена закупать дешевые технологии у соседей, а главное, зачем она продолжает выливать сотни миллиардов рублей в своих автопроизводителей? Что это, выбрасывание на ветер бюджетных денег или часть тонкой экономической политики? Давайте раз и навсегда разберемся, что происходит в России с важнейшей отраслью любой экономики – автопромом. Все, что вы узнаете дальше, было создано благодаря умению анализировать огромный массив информации. И именно этот навык является сегодня самым востребованным, а отнюдь не умение программировать, как можно подумать. И пусть без технических навыков сегодня никуда, действительно уникальные задачи можно решать только обладая аналитическим мышлением. И хорошему аналитику любой бизнес готов очень много платить. Развить навык, который будет востребован абсолютно всеми компаниями, поможет самая полная программа аналитики на рынке от школы Changelinge Education. Курс Аналитик Pro подойдет и для тех, кто только начинает развиваться в аналитике, и для специалистов смежных направлений, которые хотят получить повышение на работе. На курсе вы изучите 11 востребованных навыков и сразу примените их на практике. Вы будете разрабатывать стратегии выхода производства на новые рынки, искать новых клиентов и также решать много других практических кейсов. По окончании обучения вы получите государственный диплом о профпереподготовке и попадете в приватный клуб с более чем 1300 участников, где увидите закрытые вакансии и сможете получить реальные советы от выпускников и экспертов программ. Так что сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на бесплатную консультацию по будущей профессии. Только не забудьте использовать промокод «Простая экономика», чтобы получить скидку 10% при оплате обучения, а налоговый вычет в 13% станет для вас еще одним приятным бонусом. Давайте перенесемся с вами в Петербург конца 19 века. В самом центре города немецкий купец Карл Шпан открывает первый дилерский центр по продаже автомобилей Benz. Вообще, одних из первых автомобилей в истории. Тогда машины были больше похожи на кареты, но все менялось очень быстро. Буквально за 5 лет машины превратились из самоходных карет в полноценные автомобили с рулевым управлением. А в 1899 году и вовсе была впервые преодолена отметка скорости в 100 км в час. И всем было ясно, что при такой скорости прогресса автомобиль скоро станет главным транспортом на планете, заменив собой ограниченные лошадиные силы. Огромный стимул автостроению дала Первая мировая война. Нужно было массово производить надежный транспорт для доставки грузов и перевозки людей. И без того бурно развивающаяся новая отрасль получила невероятные инвестиции, поэтому уже к концу войны сотни заводов по всему миру выпускали десятки тысяч автомобилей, а земной шар понемногу опутывали асфальтовые дороги. Конечно, когда война закончилась, мир уже изменился. В Европе и США повозки понемногу уходили в прошлое, ведь конвейер, который изобрел Форд, стал революцией в эффективности производства. Он сделал создание машин массовым и дешевым, и как следствие самый популярный автомобиль Ford T разошелся миллионами экземпляров. А что же было в России? Первый отечественный автомобиль появился еще в 1896 году, но, несмотря на огромный потенциал для экономики, государство не обратило на изобретение особого внимания. В стране, где большая часть населения крестьяне, а промышленная революция так и не началась, условий для выпуска серийного автомобиля просто не было, потому что некому было его покупать. Автомобиль был доступен только элитам. Для сравнения, в 1914 году в России было чуть больше 13 тысяч автомобилей, в то время как во Франции более 100 тысяч, а в США больше миллиона.
И в таких условиях изобретать отечественный автомобиль было попросту нерентабельно. Нет, выпускать автомобили стремились сотни отечественных предприятий, но не имея крупного рынка сбыта и поддержки от государства, они просто брали наработки европейских производителей. Для примера, чуть ли не единственный крупный российский автомобильный завод тех лет, который делал свои автомобили с нуля, Русско-Балтийский вагонный завод, за 10 лет произвел всего 632 автомобиля, в то время как немецкий Opel только за 1 год выпускал порядка 3000 машин, а французский Renault и вовсе около 5000. Но даже эти зачатки автопрома Российской империи были уничтожены революцией и гражданской войной. Естественно, ни о каком развитии автомобилей в то время и речи быть не могло. А когда гражданская война закончилась, то страна взяла курс на индустриализацию, где создание машин для массового потребителя да вообще-то и не рассматривалось. Новые власти срочно превращали аграрную страну с крестьянским населением в промышленную державу, которая сможет участвовать в битве за место под солнцем. Отставая от передовых государств в технологическом и экономическом плане, Советский Союз бросил все силы на развитие тяжелой промышленности и электрификацию страны. Знающие люди скажут, а как же завод имени Сталина или Горьковский автомобильный завод, которые были основаны как раз в то время и начали выпускать первые советские машины еще до Второй мировой войны. Выпуск своих машин был едва ли возможен еще в Российской империи, а в первые годы Советского Союза был и вовсе за гранью реального. Поэтому советское руководство искало уже обкатанные технологии за рубежом. Горьковский автомобильный завод был построен при участии американской компании Ford, и первые советские автомобили были основаны как раз на американских моделях. А что касается завода имени Сталина, то в 20-е годы ЗИС выпускал грузовик, который был построен на базе машины Fiat 15, а в 30-е годы ЗИС купил лицензию уже на американский грузовик и начал выпускать на его базе легендарный ЗИС-5, один из главных советских грузовиков времен Второй мировой. Когда же началась Великая Отечественная, то многие автозаводы просто перестроили на военные рельсы. Там производили танки, снаряды и другую военную технику. Когда же война закончилась, то страну надо было поднимать из руин, поэтому для обычного советского гражданина собственный автомобиль так и оставался несбыточной мечтой. Все ресурсы экономики уходили на восстановление разрушенных заводов, железных дорог, школ и десятков тысяч других объектов по всей стране. Одним из немногих экземпляров гражданских легковых машин после войны была «Победа», которую полностью производили в Советском Союзе. Стоила «Победа» 16 тысяч рублей при средней зарплате по стране в 600. И, естественно, ездили на роскошной «Победе» только элиты, а для обычного гражданина основным личным транспортом был мотоцикл. И только к 60-м годам, когда советская экономика окрепла, власти задумались о доступном автомобиле для каждого жителя Советского Союза. Но задумались они о нем неспроста. Во второй половине 50-х годов уровень жизни советских граждан стал быстро расти. Увеличивались доходы, массово строилось жилье, а прилавки наполнялись товарами. Но вот в сравнении с США и Западной Европой в Советском Союзе почти не было личных автомобилей, и они считались невероятной роскошью. На этом фоне власти подняли вопрос о массовом выпуске доступной машины на 2-4 человек, которая была бы недорогой в производстве и простой в эксплуатации. Тем более, что в 1961 году в стране прошла деноминация. 10 старых сталинских рублей менялись на 1 новый. А чтобы сделать новые деньги ценными не только на бумаге, нужно было что-то людям предложить на них купить, что-то крупное. Недвижимость в большинстве своем выдавалась по квотам и в порядке очереди, а потому автомобиль должен был идеально подойти на эту роль. И действительно, вскоре в потребительском идеале советского гражданина машина займет прочное место наряду с квартирой и дачей. Но как же это произошло? Построить свой автомобиль с нуля уже пробовали с Победой. Получается хорошо, но долго и дорого. Так всю страну на колеса не пересадишь. Быстрее и дешевле взять чьи-то наработки. И в короткий список потенциальных партнеров попали ведущие мировые автопроизводители – Ford, Volkswagen, Renault и Fiat. Решающим фактором при выборе стала политика. Ford производился в США, с которым СССР находился в состоянии холодной войны. С немцами договориться не удалось, а вот с Renault и Fiat вполне. Французские специалисты улучшили конвейер, на котором производился новый «Москвич», а вот с итальянским «Фиатом» СССР решил строить новый автомобильный завод на Волге, который так и назвали Волжским автомобильным заводом – ВАЗом. Строить завод начали в городе Ставрополь. Правда, сегодня этот город известен под другим именем – Тольятти. Дело в том, что в 1964 году в детском лагере «Артек» в Крыму скончался бывший генсек коммунистической партии Италии Пальмиро Тольятти, который там отдыхал. И в знак укрепления дружеских отношений между СССР и Италией город Ставрополь, будущую автомобильную столицу страны, решает переименовать в Тольятти.
Первые машины ВАЗ выпустит 19 апреля 70-го года. И вот как выглядел первый ВАЗ-2101, а вот Fiat 124, на базе которого создали советский народный автомобиль. Машина получила название «Жигули» в честь Жигулевских гор, которые расположены напротив Тольятти. И с таким названием серия машин выпускалась аж до 2012 года. Российский Fiat получил более 800 доработок и стал действительно надежной, недорогой и популярной машиной, которая пользовалась спросом даже за рубежом. Правда, там «Жигули» продавались под другим названием. «Жигули» иностранцам было трудно выговорить, а еще слово было созвучно с итальянским «жиголо». В общем, на экспорт «Жигули» уходили под названием «Лада». С рождением АвтоВАЗа выпуск советских машин стремительно взлетел. Если в 70-м году по всей стране производилось 340 тысяч легковых машин, то в 75-м уже больше миллиона. Однако сама машина не стала доступна каждому советскому человеку. Почему? Дело в том, что большая часть оборудования для АвтоВАЗа была куплена у Италии за валюту. И не просто куплена. СССР взял у Италии кредит в 320 миллионов долларов на 10 лет. И по этому кредиту надо было платить валютой, которой у СССР было, не то чтобы много. Советский экспорт в целом не пользовался особым спросом у капиталистических стран, поэтому чем торговать с ними для получения валюты было всегда проблемой. Так что пятая часть новеньких «Жигули» продавалась не внутри страны, а уходила за границу. Это хорошо показывает статистика. Даже с налаживанием массового выпуска автомобилей, часть дефицитных легковых авто уходила на экспорт вплоть до начала 80-х годов. Ну а потом началась перестройка, которая перетекла в лихие 90-е. И вот тут история повторилась. Только-только наладив производство и начав выпускать машины, которые пользовались спросом даже за рубежом, отечественные автопроизводители столкнулись с невероятным кризисом, который вылился в разрыв контрактов, падение спроса и дефицит комплектующих. В 91 году Волжский автозавод впервые в истории полностью прекратил работу главного конвейера на несколько дней. И в этот момент развала большинства бизнес-связей и полной неразберихи контроль над предприятиями начали захватывать преступные группировки. Например, Тольятти стал лакомым куском для бандитов, которые вывозили с завода запчасти и контролировали продажу автомобилей. Подробно эту мрачную историю вы можете почитать у меня в Телеграме по ссылке. Разумеется, в таких условиях ни о каком развитии российской автопромышленности речи быть и не могло. Криминал, обнищание населения и девальвация рубля не позволяли не то что производить что-то свое, но и привлекать иностранные инвестиции, потому что никто не хотел продолжать работать на непредсказуемом российском рынке. Качество отечественных авто резко упало, некоторые заводы перешли на некомплектные автомобили, в которых могло не хватать каких-то запчастей. Процессы сборки были сильно упрощены, а контроль качества иногда вообще отсутствовал. При этом всем деньги у людей понемногу появлялись, а значит спрос был. Однако если раньше рынок был закрыт от иностранных конкурентов, то с либерализацией 90-х в Россию хлынули иномарки. Поначалу это были дешевые, но надежные подержанные машины, которые шли в Россию двумя главными путями. Первый через порт Владивостока, куда поступали праворульные Toyota, Nissan, Mitsubishi и Honda. А второй — это популярный маршрут Е30, по которому из Германии транзитом через Польшу и Беларусь в Россию шли Volkswagen, Audi и, конечно, знаменитые бумеры. Все это разнообразие, которое люди раньше не видели, вызвало массовую эйфорию, и устаревшие «Жигули» и прочие российские авто ушли даже не на второй, а на 10-й план. Так что к концу 90-х российский автопром не имел никаких шансов перед иномарками, которые стоили дешевле, но были в разы комфортнее, современнее и надежнее. Но, как ни парадоксально, отечественным производителям помог кризис 98 года. Из-за девальвации рубля цены на импортные автомобили улетели в космос, и у большей части граждан просто не было другого выбора, кроме как вновь обратить внимание на российский автопром, который выжил. Тем более, благодаря восстановлению экономики и спроса в начале нулевых, заводы стабилизировали производство, и некомплектные автомобили понемногу уходили в прошлое. Финансовая система понемногу заработала, и у людей появилась опция купить машину в кредит, из-за чего количество машин на 1000 человек взлетело со 131 штуки в 2000 году до 221 в 2009. Импорт машин продолжил расти. Люди стали жить лучше, могли себе позволить покупку не подержанного, а уже нового авто. И по всей стране вовсю развернулись крупнейшие дилеры, которые успели появиться в 90-е. Правительство насторожилось. Казалось бы, иномарки такие классные, дешевые и удобные. Но почему бы не дать тогда людям то, что они хотят, и перестать поддерживать проигрывающую конкуренцию отрасль? Обычно иномарки за рубежом стоят в 1,5-2 раза дешевле, чем в России, потому что помимо доставки в наценку включается таможенная пошлина в половину стоимости нового авто,
утилизационный сбор в 500 000 рублей, акциз и НДС, который прибавляет 20% ко всей этой радости. Добавьте сюда гарантию и прибыль дилера, и вы увидите, что машина с условного китайского завода ценой в 1,5 миллиона рублей, но никак не может стоить у российского дилера дешевле 2,5, а то и 3 миллионов рублей. Это физически невозможно с текущей таможенной и налоговой политикой. Вы, конечно, можете привезти машину через посредников, это обойдется дешевле на 20%. Но не забывайте, что надежного посредника еще надо найти. Автомобиль придется ждать несколько месяцев, заплатив часть суммы вперед. А предъявлять гарантийные претензии, случись что, вы на китайский завод вряд ли поедете. Спрашивается, зачем государство создает такие трудности обычным людям? Да потому что на отечественных заводах уже работают тысячи человек. Часто это предприятия, вокруг которых построены целые города. Автопром – это основа научно-технического прогресса, который необходим конкурентной экономике. Во время военных конфликтов именно он одним из первых перестраивается на военные рельсы. А любые санкции вам не смертельны, когда у вас есть что-то свое, чем можно наполнить рынок. Так что наличие своего автомобиля, пусть даже по всем пунктам проигрывающего конкурентам, необходимость для любой страны, которая хочет обеспечить свою безопасность. Здесь, конечно, важно соблюдать баланс. С одной стороны, повышение пошлин расслабляет производителя. Но зачем стараться и делать лучше, качественнее, если тебе всегда поможет государство? А с другой стороны, если полностью открыть границы и отменить все пошлины, то российский автопром просто не выдержит конкуренцию с теми, кто уже больше века массово делает качественные машины. И потребителю, то есть нам с вами, конечно, хочется купить комфорт подешевле, но перед государством стоят более масштабные задачи. Вот и получаем, что в ряду искусственно подорожавших китайских машин, которые напичканы электроникой под завязку, стоит Лада Веста. И неважно, на кого ориентирован российский рынок – немцев, японцев, корейцев или китайцев. История российского автопрома такова, что он постоянно находится в роли догоняющего. Сегодня он отстал настолько, что кажется это безнадежно. Но не развивать свое машиностроение нельзя, это просто недальновидно и безграмотно. Строить свое с нуля, когда у конкурентов есть работающие технологии, просто глупо. Вот и получается, что российский автопром сегодня – это важная отрасль, с которой государство носится как с ребенком, которого хочет вырастить здоровым и успешным. С одной стороны, не разбаловать отсутствием конкуренции, которая убьет все стимулы, но с другой стороны, дать возможность вырасти и окрепнуть, чтобы занять свое место на рынке. Одновременно нельзя отгородиться от иностранцев, потому что те инвестируют в экономику, делятся своими достижениями и наработками, а покупатель доволен таким широким выбором. Так что, когда вновь увидите на дорогах Весту или Приору, или услышите о том, что автопроизводителям дали очередную субсидию, то помните, что российский автопром – это многострадальная и молодая отрасль, которую государство очень хочет поставить на ноги во имя своей же безопасности. Если вам понравился этот ролик, то подписывайтесь на канал и ставьте видео лайк. А еще я регулярно публикую эксклюзивный контент на Boosty. Там вы можете узнать, стоит ли вам брать ипотеку, что делать при повышении ключевой ставки и, конечно, посты о том, как я веду YouTube-канал. Всем, кто поддерживает меня на Boosty, огромное спасибо за возможность сделать этот ролик.